Всем привет! Давайте с вами посмотрим, что происходит за вашей спиной. Давайте. Будет 3 позиции, что происходит за вашей спиной. Давайте сделаем вот так вот. Первая, вторая, третья. Делаем 3 позиции. Первая, вторая, третья. Желтенький, розовый, зеленый. Первая, вторая, третья. Выбирайте каждую свою позицию. 1, 2, 3. Так. Мы сейчас смотрим. Желтенький. Первая позиция. Давайте будем смотреть, что происходит за вашей спиной. Ой. Что происходит за вашей спиной? Знаете, тут какие-то люди в прошлом, те, с кем вы поругались, возможно, да, какая-то ссора была, ревность, может быть, пусть там лишь стоит кран, это фломастер. Люди с прошлого, они как будто получили по заслугам. Если кто-то сплетничал насчет вас, да, кто-то что-то несправедливое сказал, да, в прошлом, вот люди, которые были рядом с вами, с которыми вы общались, вот, они сейчас получили по заслугам. Может быть, это тот человек, знаете, который вас любил в прошлом, который был ревнивый такой, с которым у вас были теплые отношения, который был очень близкий человек из прошлого. Вот. Он вот что, вот как вот к вам относился, так вот и к нему относится теперь. Если он делал хорошее, то ему хорошее приходит, да, к нему, с ним так хорошо общается. Если он делал что-то плохое, нечестное, да, вот вы, то есть ревновал, теперь его тоже так ревнует, тоже ему не дает покоя. Так что какой-то человек из прошлого тут есть у вас в прошлом, прям вот, с которым очень были теплые отношения. Слушайте, возможно, тот человек, с которым вы развелись. Здесь вот еще уточнила я, да, про человека. Возможно, у вас были с ним прям официальные отношения, а потом произошел развод. Этот человек вот с прошлого, да, с которым вы разошлись, может быть, вы были в официальных отношениях, может быть, были не в официальных отношениях, а просто встречались, дружили, то здесь какой-то близкий человек, но здесь больше похоже на то, что здесь муж и жена, вот как будто это официальное что-то было. Человек жалеет, что в свое время не отстоял вас, не поборолся за вас. У него разочарование такое. Потому что он сравнивает то, что вот у него сейчас есть, и вот он очень, знаете, вот сейчас начал ценить то, что вот нужно было вас беречь, нужно было вас отстоять, нужно было за вас побороться, а не так легко взять и расстаться с вами. Вот этим своим характером взрывным, эгоизмом, возможно, каким-то, да. Вот он вас потерял. То есть как будто развод. Или просто не общаетесь сейчас с тем человеком, с кем раньше хорошо очень общались. Здесь как будто больше на семейные отношения похоже. Человек вас вспоминает, если вы с каким-то человеком были в официальных отношениях, то и разошлись, да, развод у вас произошел, то человек вас часто вспоминает и считает, что нужно было вас удержать. Вот. Давайте дальше смотреть. Здесь какая-то женщина о вас думает сейчас. Не знаю почему. Какая-то женщина, которая вас поддерживает, которая, кстати, в хороших отношениях с вами. Она о вас вспоминает. У нее есть дети. Один ребенок так точно есть. Не знаю, почему она о вас думает. Она думает о каком-то будущем.
и что вы рядом с ней, с этим человеком, с этой женщиной. То есть вы будете вместе. Как-то к вам относится очень хорошо человек. Есть такая женщина, которая очень хорошо к вам относится. Готова вам помогать, если вы попросите. Это сейчас она есть, сейчас. А в будущем показывает, что здесь какая-то ситуация может быть, что она немножко поступит, немножко легкомысленно может, кстати, поступить в будущем. Ну, у нее будет выбор. Здесь почему-то про какую-то женщину. И что она вам, зачем она про вам говорит? То, что она... Ой, здесь какая-то женщина может уйти из семьи даже, слушайте. Ну, то, что происходит вдали от вас. Видите, какая-то женщина, с которой у вас хорошие отношения сейчас, да, она, возможно, думает о том, чтобы уйти из семьи, из отношений, поменять просто свою жизнь и пойти в новые отношения, в стабильные, в серьезные отношения. У нее, возможно, есть ребенок. Вот от этих отношений, в которых она сейчас, потому что сейчас она в отношениях, она не свободна. Нет, она с этим мужчиной хочет все закончить и пойти в новые отношения. Нет, не с этим, не с тем мужчиной, с которым, я не знаю, почему так говорят, но в вашем окружении есть какая-то такая женщина, которая хочет поменять свою жизнь. Почему-то вы показали, что у вас в прошлом мужчина есть, который сожалеет, и здесь в настоящем в окружении какая-то женщина, с которой собирается уйти от мужчины, возможно, он тоже впоследствии пожалеет. То есть какая-то ситуация, ну, повторяется. То есть, когда вы хотите быть вместе, нужно идти на уступки, чтобы быть вместе, и не сомневаться, что вы хотите быть вместе. Здесь какой-то такой урок прям определенный. Нужно идти на компромисс, чтобы быть вместе, идти навстречу, чтобы оставаться вместе. Не нужно сомневаться. Зачем нам показывают эту женщину, непонятно. Есть какие-то встречи, свидания, она может встретить нового человека. Зачем это вам? Вам зачем это? Чтобы вы мечтали. Чтобы вы видели, что происходит у других людей, и не забывали мечтать. Мечтать свои желания не забывали. Или, может быть, вспомнили, если вы уже забыли свои желания, чтобы вы вспомнили об этом. Тут говорят, в общем, получается, что тот человек, который был с вами, он вас очень ценит, понимаете? Хоть, может быть, вы и расстались не очень хорошо, но он вас вспоминает и очень ценит. И сейчас такая ситуация происходит, вы можете узнать или услышать, но вы это не знаете, это за вашей спиной происходит это все, что какая-то женщина хочет уйти из семьи и пойти в новое, даже вот ее ничего не пугает. И вы должны подумать о своих мечтах. То есть вас тоже не должно что-то пугать, даже независимо от того, что сейчас происходит. Хотя вы через это уже прошли. Говорят, мечтай, мечтай. Думай о себе, становись женственной, иди к своей цели. Не забывай о своих мечтах. Говорят, разочароваться легко, разочароваться и сидеть дома легко, и ничего не делать, сидеть в четырех стенах, да, и все, и разочаровываться, и вспоминать, что вот, как было там, да, вот, то есть этого делать не нужно. Ой, будущее у вас просто, тут все замечательно. Слушайте, в будущем вы разберетесь в себе, и у вас тут ждут и победы, и исполнение желаний, и вот все, что вы хотите исполниться. Хотите переехать, переедете, хотите реализоваться в каком-то деле, у вас все получится. Главное, что ответы вы найдете в себе. Возможно, вам нужно это время, чтобы побыть одной, там, одному, да, ограничивать себя, побыть дома, не общаться, чтобы найти какие-то ответы. Но в будущем тут прям все замечательно. У вас все получится, ваши желания начнут сбываться. Вы будете чувствовать себя как ребенок, счастливо-счастливо просто.
Да, тут говорят, не бойся менять, вот, ну, на какой бы стадии вы сейчас не находились, в какой стадии, как бы у вас ни было все хорошо, да, не бойтесь менять свою жизнь, даже если впереди неизвестность, даже если вы не знаете, что вас впереди ждет. То есть, если вы этого хотите, меняйтесь. И то, что вы не знаете, для этого и показали, что вот люди, они, то есть, во-первых, вы ценный человек, поэтому не обесценивайте себя, цените себя. А во-вторых, вам показывают, что другие люди, они пытаются, они стараются изменить свою жизнь, даже когда уже налаженная, да. Но что-то там пошло не так, люди не боятся, они хотят поменять. И у вас, вы тоже должны вспомнить, что вы же тоже всегда так думали, что лучше идти туда, где хорошо. И как бы, если что-то плохо, значит, надо что-то менять. Если вот здесь такой совет, что если вам чего-то не хватает, добудьте это, достаньте это, найдите это, восполните это. Если у вас не получится самостоятельно, найдите людей, которые вам помогут. Добыть это, достать это, будь то знания, деньги, все что угодно, совет. Находите время для отдыха и для работы. Здесь нету у вас, знаете, равновесия в этом нету. Есть нехватка чего-то у вас. Или нехватка времени. Нехватка мужчины. Нехватка мужчины. Вам не хватает внимания мужчины. Вы будете удовлетворены тогда, когда у вас будут дети. Потому что вам нужно внимание мужчины. А мужчина, возможно, он занимается мужскими делами. То есть он не может с вами все время быть рядом. А вам необходимо вот это внимание, забота. И вы хотите дарить внимание и заботу. И здесь у вас все наладится тогда, когда вы обзаведетесь детьми. Тогда, когда вы в таких энергиях будете, когда вы будете наслаждаться, ну, скорее всего, двое детей, ну, ладно, один ребенок или двое, возможно, тут как бы два варианта. Ну, очень большая вероятность даже двое детей здесь. То есть, когда вы погрузитесь вот в эти заботы, вот в эту любовь о детях, да, что вам еще нужно знать, что семья на первом месте. Семейные ценности для вас, они самые главные, они для вас очень-очень важны. Ваша семья – это ваша поддержка, опора, это ваше все. Вот. Что будет с врагами? Враги в свое, знаете, они получат по заслугам в самое такое неподходящее время, когда они не будут этого ожидать, когда у них все будет замечательно, когда у них там вроде бы на подъеме, на пике что-то резко бац, и это все оборвется. То есть вы не думайте о плохом, это о тем, кто что-то вам сделал плохое. То есть они получат по заслугам в свое время. Не тогда, когда вы это решите, а тогда, когда придет это время. Так что не переживайте. Такой получился расклад для единичек. Те, кто загадал первую позицию, спасибо большое, что посмотрели. Желаю вам всего хорошего. У вас очень хороший расклад. Цените себя, не забывайте о том, что вы ценная личность. Вот, о вас и вспоминают, и думают, и ценят. Возможно, и поздно, но все-таки дошло до людей, что вот в свое время не уберег кто-то отношения с вами. Тут еще, возможно, знаете, вы общались с какой-то женщиной, возможно, в прошлом, да, вот, и она хочет выйти из официальных отношений, теперь у нее ребенок. Она, возможно, не уходила из-за ребенка, а теперь решит уйти. Тут много разных вариантов, похожих таких. И она, может быть, знаете, решилась, потому что вы решились в свое время на это. У вас была какая-то ситуация. Вы показали свою силу, человек вас вспоминает. Так, все, спасибо, единички. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте будем смотреть вторую позицию. Так, розовенькие. Розовый фломастер у нас. Смотрим. Так, это тоже все. Так, что происходит за вашей спиной, да?
Ну, знаете, то, что было в прошлом, да, это то, что кто-то из вашего окружения, человек, которому вы доверяли, вот в прошлом, знаете, он какую-то информацию распространил о вас, лживую, нечестную, несправедливую, лживую. Это все вранье. И это пошатнуло, не знаю, вашу веру, что ли, в людей. Кто-то на вашу репутацию покусился, в общем. Из вашего окружения в прошлом такой человек был. Он и сейчас может быть в вашем окружении. Это человек, которому вы доверяли. А этот человек просто решил воспользоваться вами и все. Просто этот человек не ценит. У него, понимаете, этот человек, который распространял лживую информацию о вас, да, ради своей выгоды, он просто не ценит дружбу. Нету понятия ценности у человека. Есть понятие погулять. Сейчас, кстати, такой период у этого человека, что кто-то из прошлого, с кем человек встречался, да, может вернуться для создания серьезных отношений. Побороться решил. Решил человек побороться. Угу. Этот человек может прийти, кстати, вот может к вам тоже прийти. Я не знаю, почему здесь как-то так вот перекликается, что у того человека похожая ситуация может быть, что может прийти из прошлого человек для того, чтобы предложить восстановить отношения, серьезные отношения, стабильные, да, и в вашей жизни оно как-то перекликается, что может появиться человек из прошлого, с которым у вас были романтические отношения, в которые вы были влюблены. Он может сейчас решить побиться за вас, да, как за ваши отношения, еще раз за вас побороться, предложить вам серьезные отношения, быть вместе. Романтика, флирт и серьезные отношения. Перекликается у вас тоже так. А перекликается, потому что та женщина, которая клеветала на вас, она хочет, чтобы было как у вас. Ей тяжело, у нее вообще ничего не получается. И она, знаете, тут как будто похожа, потому что она хочет как у вас. Она что-то делала, может быть, чтобы быстрее, ей надоело ждать, ей хочется, чтобы быстрее уже семью создать. Она, надоело быть одной. Чтобы быстрее встретиться с человеком, с которым можно быть вместе. Нам про того человека рассказали, но тот человек, да, та женщина, которая сплетничала про вас, говорила неправду, говорят, что это все в прошлом. Сейчас она не может вас достать. Да, еще какая-то энергетика переплетается, ситуации еще могут быть похожими, но уже все это уходит. Она что-то делала, чтобы было как у вас, потому что зависть такая была. Она видела, что у вас все получается. И вот вам говорят, что не переживай, все уже закрыто, вы закрыты друг от друга, она вам ничего сделать не сможет, это в прошлом. Все, она осталась в прошлом. У вас тут вообще новый мужчина идет. Вот у вас в будущем идет новый мужчина, с которым вы можете создать отношения. Знаете, как-то посмотрите на него по-другому. Новый мужчина будет. Не из прошлого, не из прошлого. Скорее всего, тот, который придет с прошлого, вы не захотите с ним строить отношения. Придет новый человек. Да, и у вас поменяются энергии. Вы как будто будете чувствовать друг друга. Вы будете похожи по энергетике. И он чем-то пожертвует, чтобы быть рядом с вами. А для вас это будет какое-то новое чувство любви, когда вот вас любят.
вы можете капризничать, вам это можно. Как бы это даже мило, вот. Вам это разрешено, разрешается, капризничай, пожалуйста, дорогая. Вы встретите человека с одинаковой энергией. Вы будете понимать друг друга, и он вас не захочет отпускать, мужчина. Он чем-то пожертвует ради того, чтобы быть с вами. Временем, может быть, работой, но чтобы время с вами проводить. То если вы хотите переехать, то он тоже захочет вам это дать, лишь бы только вы были рядом. Да, связано с работой. Возможно, вы хотите дом, денег, стабильность, да, какую-то, и он вам это даст. Если вы хотите стабильности, он вам даст. Он даже вот если легко к чему-то относился, он сразу вот определится с вами, что вы его женщина, и все, он сразу как-то вот такие энергии перейдет более серьезные, то есть расслабляться нельзя, он серьезно настроен, он главный, он, кстати, будет главным, будет принимать решения, поэтому отдавайте бразды правления в его руки, вот, он будет принимать правильное решение, будет руководствоваться вашими чувствами, прислушиваться будет к вам однозначно. А вот с той женщиной, с которой уже все вы отошли, от которой вас уже закрыли, отвели, да, здесь какой-то манипулятор будет у нее. Появится человек, который тоже, знаете, ею воспользуется. И, ну и все, и оставит ее дурака, как говорится. Ради своей цели просто воспользуются той женщиной. Ну, вот вам так говорят. Ну, она будет разочарована, потому что она будет ждать от человека одного, а человек тут ее не выберет. Будет манипулятор. Вот. Она говорит, что тот человек, в общем, та женщина, она получит по заслугам. Вот. Ничего от вас у нее вытянуть не получится, ваше забрать не получится. И человек придет тот, который, ну, ее накажет как бы через любовь, так что ли, получается. Она будет ожидать от него одного, а это будет манипуляция. Вот, чтобы от нее получить какую-то выгоду. Финансовую. Какую выгоду? Деньги. Деньги захочет от нее получить, финансовую выгоду человек. Поэтому будет, знаете, сладкими речами, там что-то как-то обманет, в общем. Здесь вот так. Вам такой совет, что никогда не сомневайтесь. Знаете, приняли решение уходить, уходите. Если вы уже хотите идти в свое будущее, не нужно бояться. Не нужно много думать, надумывать, придумывать. Вы сделайте. Вам так говорят. Потому что здесь, в вашем будущем, здесь уже нет вот этого разочарования. Все, это уже нету. Здесь у вас воссоединение с любимым человеком. Скорее всего, семейные отношения. Тут вот как бы можете выйти замуж. Тут официальные отношения. Не будет больше вот этого вот, знаете, борьбы с другим человеком. Не будет вот этих качелей, не будет недопонимания, не будет вот этих непоняток, то ли мы в отношениях, то ли нет, а что происходит вообще. То есть вот этого не будет. И не будет третьих лиц в ваших отношениях. Будут беречь вас, будут вас беречь. Да, после тяжелого разочарования, после вот этих вот болезненных отношений, когда чего-то не хватало любви, не хватало того, что вас не выбирают, вот, да, вот внимание, все, начнется новый период, заканчивается вот эта болезненная ситуация, болезненные отношения, и все, вы идете, смотрите, вы идете к мечте, вы в новое пойдете, к вашим мечтам. Вы хотите переехать, он вам сделает это, переедете. Какая у вас мечта? Переехать, пожалуйста. Мужчина вам поможет. У вас тут мужчина очень хороший. Вот. Да, движение начнет развиваться быстро, когда вот вы встретите того человека, вы будете сомневаться, конечно, в нем, но сомневаться не нужно. Будут медленно развиваться ваши отношения. Вот так вот. Так что не переживайте. Тот, кто хотел вам вреда, да, сам попадется в эту же ловушку.
Вот. Только получит не то, что вы, а наоборот, то, что не хотел бы человек получить, да. Вот. То есть как человек плохо относился к вам, так и вот к той женщине тоже так отнесутся. Как-то несправедливо будет она считать. У вас идет хороший человек, кто вас поддержит. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте будем смотреть третью позицию. Зелененький фломастер. Зелененький. Так, посмотрим, что происходит за вашей спиной. Да. Ой, слушайте, здесь было... Вы чего-то не знали раньше в прошлом, да? Но когда вы узнали, после того, как вы узнали, вам пришлось переехать. Какая-то такая ситуация была, когда вы не знали, что происходит. Почему так происходит? Что-то не получается. И когда вы это узнали, пришлось сменить место. Место там, где вы живете, или, может быть, там, где вы работаете. Потому что на том месте было что-то нехорошее, что-то непонятное, что-то такое вот негативное. Или пришлось чистить место, или переезжать, скорее всего, пришлось. Пришлось переехать. Была такая ситуация. Или сменить работу, или переезд. Да, в прошлом было такое. Переезд какой-то. Как будто были закрыты дороги. Как будто, знаете, сделали так, чтобы вы не могли идти, вы не могли двигаться. Что-то такое было. Может быть, на квартире или на том месте было что-то такое. Ну, другой человек это оставил, другой. Вы этого, может быть, знали, не знали. Другой человек что-то оставил там, и вам там было плохо. И вам пришлось сменить локацию. И когда вы узнали это, вы начали вот действовать. То есть в прошлом вы не могли вообще что-то делать, вы очень двигались медленно, ничего не получалось, потому что здесь какой-то блок стоял. Или на этом месте, или на этой квартире, или вот что-то вот было такое, что были закрыты дороги. Слушайте, это сделал какой-то мужчина. Какой-то мужчина. Или эта ситуация образовалась. Знаете, мужчина какой-то обманывал свою семью. Какой-то несвободный мужчина. Или, может быть, он развалил чужую семью. Такая ситуация. Нет, сам мужчина сделал. Я думаю, может, это уже жена у мужчины сделала. Нет, сам мужчина сделал. Сам мужчина что-то сделал такое. Видимо, это его. Да, это его. Он захотел свои неприятности и несчастья, так как он изменил своей жене тут как-то. Или разрушил чужую семью. Обманул тут просто. Вот обманывал по полной. Очень хорошо. Этот мужчина решил вот этот свой негатив куда-то слить. То есть это его, вот это то, что там вот было, вот или в этой квартире, или в том месте, где вы находились раньше. Вам было плохо, нехорошо, и ничего не получалось. Вы как будто вот все плохое случалось, да. И это вот мужчина так сделал. Он решил оставить вот это свое плохое в этом месте. Вот в этой квартире, да, на этой работе где-то что-то, да, вот где-то вот. То есть он оставил это там другому человеку. Кто туда заедет, тому и достанется, да, например, вот так вот. Это было в прошлом. Вам, кстати, тяжело было понять, что вообще происходит, потому что там, да, очень как-то было и страшно, и непонятно, и вообще дела не шли у вас. Но это в прошлом, это все прошло, сейчас вы уже это в прошлом. Не знаю, знаете вы этого мужчину или нет. Вы можете, блин, и не знать этого мужчину, можете знать этого мужчину.
Да, у вас какой-то опыт, может быть, был с этим мужчиной. Слушайте, может быть, он свою жену с вами обманул, я не знаю. Ну, или, может быть, ваш знакомый это, или, может, риэлтор, я не знаю, но как будто вы с ним пересекались. Вы этого мужчину знаете, вы с ним пересекались, тот, кто это сделал. Он это сделал на дом. На дом и знал, что почему-то, что это достанется вам. Возможно, похоже на риэлтора, знаете, как будто он знал, что я сделаю на этот дом, он достанется вам, как бы у вас и так все нормально, ну и как бы переживете, все будет нормально. Да, он вам вот это вот решил оставить, слить свой негатив на квартиру или на что-то такое, на какое-то обстоятельство, на какую-то ситуацию, какое-то пространство скинуть на вас. Сейчас вы уже с этого вышли, сейчас уже этого нет, вам кто-то помог. Какой-то человек вам помог, подсказал, в определенный момент был рядом, да. И вот энергия этого человека, слова этого человека, поддержка этого человека, тот, кто был рядом, вот это все помогло вам. Вы уже вышли из этого негатива, который тот человек в прошлом оставил. И оставил именно вам почему-то. Видимо, со злости, что у него что-то не получается, оставил вам, знает вас. И вот какой-то человек, который рядом с вами был, он вас поддержал, может быть, как мужчина, так и женщина, какой-то близкий человек, которому вы смогли довериться, ну, смогли рассказать что-то такое, поболтать, ну, доверительно так, не обязательно на эту тему, просто по-человечески, да, и вот вы вышли из этого, этот человек, энергия этого человека помогла вам выйти в хорошее состояние, благополучие, избавиться от прошлого. Вот. В будущем тут у вас все нормально, вся тяжелая ситуация, она позади, но вам еще предстоит принять решение, действительно ли это позади останется. Вы просто принимаете решение, прошлое оставить в прошлом, не нужно мстить, не нужно мстить. Иначе ваши мечты так и останутся мечтами. Зачем вам мстить? Не надо мстить. Просто вы должны принять решение, вы, возможно, примете решение в будущем оставить прошлое в прошлом. Ну и ладно, ну и было это, ну и как бы пусть будет в прошлом. Если вы не будете мстить, тогда здесь у вас новая встреча, новое знакомство ожидается, флирт, романтика, как бы, ну, встреча нового человека, любовь. Вот. А если будете мстить, то здесь как будто вы вернетесь в прошлое, и вам придется многое переживать заново. Не очень хорошие моменты переживать заново, болезненные. Вам не нужно возвращаться в прошлое, башня будет. То есть вам будет больно, неожиданно, резко что-то опять будет разрушаться. Зачем вам через это проходить, если вы уже через это прошли? Примите решение, как бы простите и забудьте те, кто сделал вам плохо или больно, да. Поблагодарите тем, кто вам помог, кто здесь какой-то человек вам помог выйти из этого, был рядом в нужный момент времени. И идите в будущее, то есть оставьте прошлое в прошлом. Простите, как бы, или просто отпустите, оставьте в прошлом, не нужно вспоминать. Иначе болезненные вот эти вот моменты, они вернутся и сделают вам тоже очень больно опять. Зачем вам это надо? Не наступайте на те же самые грабли. Простите, отпустите, да, поймите, что у вас своя жизнь, что наконец-то это все было в прошлом, это все осталось в прошлом, это хорошо. А тот человек, что будет с тем мужчиной, да? Тут какие-то... Он, конечно, ему будет идти в новое очень тяжело. Вот, кстати, тот мужчина, который сделал вам плохое, да, ему очень тяжело будет начинать что-то новое. Как будто он не сможет начать что-то новое, будь то дело, отношения. А здесь как будто правила какие-то будут ему мешать, какие-то законы будут ему мешать, ограничения очень сильные. У него не будут идти дела. Тот мужчина, что бы он ни делал, да, любое начинание, оно будет тухнуть. Тухлая вода, короче, будет затухать, тухлятина. Чтобы он не начал, это все заведомо уже
какая-то тухлятина. Я не знаю, почему такое слово идет. Вот. И что бы он ни делал, сколько бы он усилий не прилагал, максимальные усилия он будет прилагать, и все равно ничего не изменится. Все равно у него ничего не получится. Все равно он будет разочарован. Тут разочарование. Какое бы он дело ни начал, новое, здесь будет очень большое разочарование. Он будет максимально тяжело, ему будет сделать что-то, и он отдачу не получит. То есть не будет пользы никакой. Вот так вот он получит от вас. То есть вот как бы вернется к нему, так что не думайте, не делайте ничего ему специально, потому что к вам тут вернется прям очень плохое, воскреснет, так сказать, дьявол из пепла. Зачем вам это надо, да? То есть он, не переживайте, он получит по заслугам, у него там дела не будут идти, да, как бы вот он будет отвечать за свои поступки. А вы не злитесь на него, не расстраивайтесь, скажите спасибо тому, кто помог, и идите вперед. Впереди новое знакомство, новая жизнь. Если вы не будете зацикливаться на прошлом и желать зла, да, тогда тут у вас хорошие перемены начнутся. Да, тут как бы все по справедливости. Смотрите, и вы получите желаемое только в том случае, жизнь у вас наладится, да, и в работе, и в деньгах, как вы хотите, все пойдет, ну, хорошо будет, стабильненько. Только тогда, когда вы будете честны с людьми, и с собой. То есть, если вы будете плохо поступать, вам прилетит. Поэтому имейте в виду, старайтесь поступать и думать правильно. Ну, как бы не обижайте других людей, потому что к вам это может прилететь тоже, понимаете, как бумеранг. Бумеранг очень быстро к вам прилетит. Если кого-то обидите, к вам это прилетит, вас обидят еще больше. Поэтому делайте что-то хорошее. Вот. Здесь очень хорошо все. Если вы будете честны с собой, с другими, если будете все честно тут как бы делать, да, ничего плохого никому, то тут и победы вас ожидают, и финансовое благополучие. Специалистом вас оценят как хорошего специалиста. Да. А если что-то там начнете думать, задумывать, то там будете разочаровываться. Поэтому не стоит, уходите от этих негативных мыслей, даже не смотрите информацию о том человеке, может быть, вы о каком-то там думаете, злитесь еще о нем, или, может быть, вспоминаете, не нужно вспоминать ни о ком. Вот. Вам говорят, просто думайте о себе, о своих желаниях, боритесь и отстаивайте свое. Хотите финансы, будьте классным специалистом, покажите себя, потому что здесь ваша сила как бы докажет всем, что вы стоящий специалист. Если вы будете вкладывать время и силы, если вы захотите, тут у вас прям и деньги идут, и оценят вас как специалист. То есть просто боритесь за свое. Не смотрите на других, зачем вам другие. Живите своей жизнью. Здесь так вот вам говорят, такая подсказка, да. Что бы вы ни делали, думайте, что это отразится на вашем будущем. Если вы делаете хорошо, и будет хорошо. Если вы делаете плохо, то будущее вы испортите свое. Вот, поэтому никому не завидуйте. Что было, то было. Хорошо, что это осталось в прошлом. Наказывать это не ваша работа. Человек, что заслужил, то и получит. Это не нам решать. Вот как бы. Так что такой получился расклад для троечек. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на эфирчики по субботам. Все, всем пока.